Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайфвлог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас мы идем в магазин «Магнит». Он открылся не так далеко, там километра 3. Ну и мы решили прогуляться пешком. Здесь очень красивая дорога, ну и к тому же я предпочитаю именно пешком ходить, а не ездить на велосипеде. Совместим приятное с полезным. Как раз первый день, как открылся магазин. Идем гуляем, в общем-то, с удовольствием. Единственное, что коровы довольно-таки тепло я оделась, можно было попроще. Какой тут переход интересный. Вообще необычно. Нарвали уже ромашек. Это мы идем обратно, к слову сказать. Впервые я в сумерках иду. Так, сейчас я делаю пельмени. Тут у меня фарш, тесто. Все-таки советская вот эта пельменница значительно удобнее. Так, ну и уже следующий день варю кашу. Мы набрали черники. Ну и завтрак готов. Кофе, каша. Я сейчас иду на озеро. Иду одна. Ну, вообще я привыкла здесь спокойно гулять одна всегда, в любое время. Но сейчас меня просто не отпускают, потому что ну, там в местном чате написали, что объявились цыгане. Вообще они обычно здесь в Пере и в Девяткино. Ну, кстати, в Девяткино тоже их последние годы не такой трэш был, а сейчас снова появились и здесь. Хотя вроде как говорят, что они вообще не имеют права какую-либо деятельность дальше, кроме перевести. Но, видимо, и сюда пришли. В общем, не знаю. Меня как бы Андрей не отпускает одну, ну, по крайней мере, он сказал так, в будние дни точно нет, и уж тем более вечером, а так, ну, вот сегодня суббота, поэтому как бы разрешили погулять. Я без велосипеда не хочу, я как-то не очень люблю. Не, ну велосипед хорош, когда, правда, надо быстро съездить. Вот, например, в том году, когда еще там что-то могла на пляже поваляться, ну, когда я летом приезжала, то, конечно... ну даже в этом году мы, когда ездили на пляж, я приезжала там на несколько дней. Это актуально, особенно в день отъезда, например, когда нужно все успеть. Конечно же, ездили на велосипеде. Ой, я взяла кружку, короче, кошмар. Сейчас покажу. Термокружку. Ну, вот такую вот. Просто она здесь на даче лежала, ей никто не пользуется. У меня такая кружка была, похожая из Икеи. Это была моя первая термокружка, но она полный отстой, я ее выбросила. По форме она такая же, только такая металлическая. Из нее все выливалось и вообще. Ну и эта кружка. Тут тоже можно картинки менять, все такое, но с ней ходить невозможно абсолютно. Причем Андрей даже ее доделал, там ставил резиночку, но из нее все выливается. А у меня здесь, ну, я горячей воды налила и этот зверобой. Вот. В общем, пить это я уже попачкала вот свою кофту, но, знаете, хорошо, что эта кофта, от нее, она такая флисовая, но вроде флисовая, не знаю, это Inextense или Ашан. Так вот, от нее отстирывается абсолютно все, сохнет быстро, такая теплая, приятная, тоненькая, вот, поэтому я, конечно, не переживаю, но поедем в город, простерну, она, в общем-то, почти сухая из машинки, вот, мне такой цвет нравится очень.
Надо будет уговорить на следующий год покрасить домик тоже такого цвета, очень красиво. Вот. Ну, в общем, я пошла погулять. Я там поставила в мультиварке картошку вариться. Сначала я хотела... У меня тесто осталось. И я решила отварить пару картошин, сделать вареники. Но потом подумала, что у нас на сегодня ужин есть. Овощное рагу с рисом там. А на завтра уже не будет. Ну, и я решила уже сразу наварить картошки. Потом у нас сегодня закончится борщ. И хочу приготовить еще борщ. Но в этот раз мы, честно говоря, закупили курицу. Я не показывала по покупке. Вот. А что-нибудь еще на этот самый, на борщ мы забыли купить. Как-то не подумали. Можно было взять даже из города. Но там что-то есть мясное. И у нас еще есть тушенка. Из тушенки я тоже когда-то борщ варила. Было вполне себе вкусно. Впрочем, можно и без мяса. Лично для меня это предпочтительнее. Поэтому я сегодня этим делом займусь. И вот из остатков теста сделаю вареники. В теории, конечно, в планах хотелось бы сделать шарлотку. Потому что у меня осталась там черника. Я в кашу добавляю понемногу. К тому же сейчас еще пойдет слива. Как бы в сентябре. То есть, ну да, получается. Есть сапоги, как видите, на мне. Ну, что-то сегодня дождик. Все утро был. Я еще покажу, как мы повесили эту тарелку. Почему-то мы ее как-то сразу мне пришло в голову ее на печку повесить. Очень красиво. Не, ну в город, может, мы ее и заберем. А может, на зиму куда-то спрячем. Пусть здесь висит. Потому что я считаю, что, ну, как бы на печке чего-то такого не хватало. Так что так. Потом, когда погода будет не позволять ходить на прогулку, надо будет сделать все замеры, чтобы на следующий год там занавески какие-то новые пошить. Все такое. Потому что очень много там всякого у меня, всякой ткани для занавесок. Но у меня вообще целый комплект занавесок дачных. Мама когда-то шила из очень хорошего материала плотного. Ну и мы когда уезжали с дачи со своей, ну, мы же не думали, что мы туда не вернемся, в принципе. Но мы каждый год забирали, естественно, в стирку. Вот. И как-то так получилось, что одни занавески я взяла сюда, еще давно отправила, а остальное что-то не отправила. Ну вот в этот раз уже было везти тяжело, много вещей было. Вот. Ну, в следующий раз. Тут уж точно и кухня, и 2 комнаты, и 2 веранды. Найдется куда повесить. Я еще сегодня из планов хотела бы успеть под раковиной покрасить. Потому что на следующий год, скорее всего, там на кухне будет обновляться. Уже, в общем-то, пора. Там обойчики, еще что-то. Но я бы хотела там, где плитка, мозаику сделать. Я бы это сделала сама. Там немножко ее нужно, но проблема в том, что, ну, как бы Андрей сказал, что не факт, что она туда вообще ее можно приделать. И я смотрю, да, действительно, такая стена странная, что оно вряд ли. Ну, в общем, будут какие-то обновления, но я хочу сейчас именно под раковиной покрасить, потому что летели всякие брызги, я помыла эту стену, но она плохо помылась, а мне неприятно. Я вхожу на кухню, я это вижу, мне не очень хорошо. Вот. Но я уже объясняла, что как бы понятно здесь, когда постоянно были люди, там
естественно, все это убиралось. Потом я стала приезжать, постоянно убиралась. Но я приезжала на пару дней. Вот. Так что потихоньку все наладится. Все обуютим. Обожаю эту дорогу, мне здесь очень нравится ходить, очень классно. На озере был дождик, но очень-очень мелкий, вообще практически незаметный. Поснимала короткие видео, ну и для влога немножко. Сейчас пойду уже домой. Уже 11 лет, как не была на рыбалке, а первую удочку папа мне подарил в 3 года. А рыбалку я люблю, ну и вот, наконец-то, любимый мне порадовал. Вот на печку над столом повесили вот эту тарелку. Вообще очень красиво смотрится. Мне как-то пришла такая идея в голову, потому что, ну действительно, что-то на этой стене должно быть. Ну, на следующий год печку покрасим, я так думаю. По крайней мере, собирались. Здесь вообще, мне кажется, такой желтоватый цвет. То ли от возраста уже, то ли что, но он довольно симпатичный. И тарелка, она прям украшает. Я сейчас помыла полы. Вот. И сейчас покажу еще, какие подарочки были подарены Андрею. Вот такая умная лампочка Яндекса. Ну, он вообще любит всю эту электронику и так далее. Это уже не единственная там лампочка, розетка. И, в общем, она пришлась прям очень кстати. Так, ну и сейчас покажу другие подарочки. Вот такие вот труселя. Очень красивые, темно-синие. Футболка H&M, такая черненькая. Как раз то, что было необходимо, с вырезом, чтобы можно было носить под рубашку. Носки 6 пар, черные 3 пары и еще вот такие вот. Синие, белые и серые. Потом была подарена Оле вот такая кепка. Это вообще супер подарок, потому что Андрей носит кепки, во-первых. Во-вторых, я ему подарила костюм, пиджак-букле и брюки-букле. Ну, вообще, это папин был костюм, но новый, потому что, скажем так, папа один раз вышел в пиджаке, один раз в брюках. Вместе он, ну, может быть, тоже один раз носил, но там именно была ситуация, что и брюки, и пиджак очень красивые, букле, но рисунок немножко разный, или там расцветка, и как бы третьего аксессуара не хватало, поэтому вот абсолютно новенький костюмчик висит, и теперь будет кепка, и я думаю, что прям будет отличный образ, тем более вот это вот от белого до там такого темно-серого, это просто идеальные для Андрея цвета, так что супер кепочка. И еще кофта была вот такая, тоже классная, прям к месту. Еще подарили вот такую пробку. Она прикольная. Кстати, у нее еще и носик открывается. Собственно, это не все подарки, это только то, что я тут обнаружила. Там еще было что-то. Опаньки. Я не понимаю, как вот так вот кружка умудряется пачкаться. Каждый день я ее мою, она постоянно в одном и том же месте пачкается. Именно вот так вот. Мне вообще это непонятно. Так, ладно, мы еще сегодня, как вы видели, по предыдущим фрагментам ходили на рыбалку, мы там ничего не поймали, вот, значит, вот так вот все брошено, надо убираться, это трэш. Сейчас, наверное, я буду делать шарлотку, может быть, сегодня, да, я вам сейчас яблоки покажу. Здесь Антоновка, здесь сладкие яблоки. Огромное спасибо, потому что яблоки я обожаю. Но для меня вот этот сезон яблок — это всегда катастрофа в плане того, что я могу не добирать по калориям, но по углеводам у меня всегда будет перебор в это время, потому что покупные яблоки, я ем одно яблоко в день, могу вообще не есть, но дачные — это святое. А вот эти яблоки я собрала на озере
Ну и тут у нас есть, кстати, пошли сливы, чернику набрали. И это, в общем-то, в сентябре. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.